Дорогие друзья, приглашаю вас связать очень простые шнуры. Предлагаю также вам поэкспериментировать. Можете взять, естественно, другую пряжу разного цвета. Можете взять бусины разного цвета. И вот смотрите, в этом случае я использовала бусины одного цвета. В этом случае я использовала бусины двух цветов. Но вы можете взять буквально бусины абсолютно разноцветные. То есть призываю вас поэкспериментировать. Вяжется очень быстро шнур, просто, красиво, интересно получается. Присоединяйтесь и обязательно пишите в комментарии, где вы его использовали. В конце ролика я расскажу свою версию использования таких шнуров. И, конечно же, ставьте лайки. Приступим к работе. Для работы я использую крючок номер 2. Пряжа у меня полухлопок 160 метров в 50 граммах. И обращаю ваше внимание, что бусины перед началом работы я нанизываю на рабочую нить. Бусины могут быть одного цвета, могут быть двух цветов, разноцветные. Если вы хотите получить вот такой шнур, вы просто будете чередовать бусины друг за другом по цвету. Начинаем выполнение нашего шнура с одной воздушной петли, и я ее затягиваю. Это будет узелок, она будет не рабочая петля. Далее очень внимательно я выполняю воздушную петлю, и теперь подтягиваю бусину и выполню воздушную петлю с бусиной. Вот таким образом. Далее я выполняю, смотрите, воздушную и вытягиваю петлю на высоту моего столбика. И буду выполнять пышный столбик. Накид. Ввожу крючок вот между бусиной. И видите, вот именно 2 петли захватываю. И теперь выполняю натяжки. Смотрите, первая натяжка. Всего я сюда выполняю 3 натяжки. Вторая натяжка. Натяжка — это накид и вытянутая петля. И третья натяжечка. Выполнили. Придерживаю их пальчиком. Стараюсь, чтобы они все были одинаковой высоты. Далее накид. И теперь вот моя воздушная петля. Я в нее также буду выполнять 3 натяжки. 1, 2 и 3. Старайтесь, чтобы все натяжечки были одинаковой высоты. Придерживайте пальчиком. Далее, смотрите, я захватываю рабочую нить и протягиваю через все петли. Далее я подтягиваю бусину. Видите, бусины у меня я специально чередовала одного цвета и другого. И захватываю, смотрите, нить захватываю за бусиной. И провязываю, немножечко подтягиваю. Далее работу разворачиваю, выполняю воздушную и вытягиваю петлю на высоту моего столбика. Далее, смотрите, мы везде будем повторять одни и те же движения. Накид, опять же, я ввожу крючок, вот видите, да, за 2 петли, то есть уже куда провязано, и начинаю провязывать. 1, 2, 3 натяжки. Далее накид. И теперь вот мой столбик, и видите, я вот 2 нити захватываю. Захватывайте 2, чтобы не вытягивалось и чтобы аккуратненько смотрелось у вас. Одна нить вытянется сильно. И еще 3 натяжки. 1, 2 и 3. Придерживаю пальчиком, захватываю и протягиваю через все петли. Видите? Далее я подтягиваю бусину. Далее у меня идет вот такая серенькая бусинка. Вы можете взять цветные бусины, можете одного цвета. Все зависит от вашего желания и фантазии. Ввязала бусину. Работу разворачиваю
И, как я и говорила, продолжаю одно и то же движение. Я еще повторю, то есть смотрите, воздушная и вытягиваю. Накид. И теперь раз, два, три. Накид за 2 нити. Раз, два, три. Следите, чтобы натяжечки были одинаковой длины. Захватываю и провязываю. И подтягиваю следующую бусину. Видите, все очень просто. Вяжите, получите массу удовольствия. Далее я захватываю и провязываю. Видите, вот такая красота у меня получается. Давайте еще раз с вами разворачиваем. Я немножко быстрее буду выполнять. Воздушная и вытягиваю. Накид. Раз, два, три. Накид. Захватываю 2 нити. Раз, два, три. И провязываю. И теперь подтягиваю бусину. Далее у меня серенькая, видите, захватываю и провязываю. Вот смотрите, красота получается. Двусторонний шнур, с одной и с другой стороны смотрится интересно, красиво и очень-очень просто вяжется. Присоединяйтесь. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать вот такие шнуры. Простые, интересные. Можете использовать буквально остаточки пряжи и получить массу удовольствия. Можно использовать такой шнур для декора. Декора любого буквально изделия. Также можно лямочку сделать, можно ручку для сумки сделать. Ну, если вот несколько, да, таких шнуров, получатся классные, интересные ручки. Также я предлагаю сделать украшение. Видите, да, прекрасно будет смотреться как в виде браслетика, так украшение на шею. Все зависит от вашего желания, фантазии. Не бойтесь экспериментировать с цветом пряжи, с формой бусин. Я думаю, получится очень-очень интересно. Обязательно пишите в комментариях, что у вас получилось. И еще напоминаю, что шнур у нас двусторонний. И очень интересно и будет классно смотреться, если вы, допустим, будете использовать бусинки яркие и разноцветные. Видите, то есть хорошо смотрится одна и другая сторона шнура. Не забывайте ставить лайки, и кто еще не подписался на мой канал, обязательно подписывайтесь. До новых встреч и огромное спасибо, что вяжете вместе со мной.